Серия Тритон в 2024 году закрепилась в покерной индустрии как самый значимый фестиваль хай-роллеров. Благодаря усилиям Пола Фуа и Ричарда Йонга, ее события привлекают пристальное внимание всего сообщества. В них организаторы смогли совместить соревнования для сильнейших адептов ГТО с уличным покером бесстрашных любителей. После пригласительного турнира с призовым фондом в $500 тысяч, где победу неожиданно одержал любитель Алехандро Лакокка, все ждали новой сенсации. Кто на этот раз сможет бросить вызов профессионалам на последнем событии серии Тритон в этом году? Однако в событии за $100 тысяч за финальным столом оказались только регуляры. Впрочем, это ничуть не сказалось на зрелищности соревнований. Сегодня мы рассмотрим решающую раздачу хедс-апа этого турнира, сыгранную между Алексом Фоксеном и Жоао Виейра. Алекс вряд ли нуждается в особом представлении. Один из самых успешных покеристов современности насобирал за карьеру более $42 миллионов призовых в живых турнирах. Он постоянный участник фестивалей хай-роллеров, однако на Тритон давненько не заглядывал. До ноября этого года в Монте-Карло Алекс сходу оформил 4 прохода в призы, 3 из них за финальными столами, а 1 завершил победой в турнире за $50 тысяч. Не стоит забывать, что отчетное событие Тритона относится к фестивалю в SOP Paradise. То есть борьба в хедс-апе велась не только за крупную сумму в $3 850 000, но и за браслет, которых у американца на начало турнира было 2. Это, между прочим, на 3 меньше, чем у его знаменитой супруги Кристен. Жоао Виейра – самый успешный представитель Португалии с 3 браслетами мировой серии. На его счету к началу турнира было чуть менее $10 миллионов. Таким образом, в хедс-апе сошлись сильные оппоненты, каждый из которых имел право претендовать на победу. Стоит отметить, что Фоксен в данном соревновании добрался до решающей стадии с чуть большей долей мастерства, в то время как Виейра несколько раз устоял в рискованных монетках. Впрочем, это не отменяет его заслуг, тем более, что вынужденные монетки – это часть оптимальной стратегии пуш-фолда. Итак, на начало раздачи в стеке американца более 31 миллиона фишек, у португальца около 13 миллионов. Это около 26 ББ. Уровень блайндов 250-500 тысяч. Еще 500 доставляет большой блайнд в качестве анте. Алекс на малом блайнде с одномастными 8 и 3. Итак, насколько Фоксен знаком с оптимальной стратегией в хедс-апе? Дело в том, что эта рука уходит в open race в 100% случаев. Но Алекс почему-то калирует. Ну что ж, как мы видим, на топ-уровне не всегда ГТО в приоритете. Впрочем, это решение может быть подстройкой под агрессивный стиль соперника. Говорить, что звездный игрок ошибся, мы вряд ли имеем право. Рука португальца нам пока неизвестна, но он объявляет рейс до 1 600 000, 3,2 ББ. В данный момент сложно положить его на конкретные руки, так как большой блайнд должен рейзить около 40% всех стартеров. И это без учета того, что португалец часто выходит за диапазоны. Фоксен калирует, и раздача переходит на флоп. Выходит борт мечты для префлоп-агрессора. С тузом, достаточно сухой, без флеш-дро. На такой доске большой блайнд может вообще не чекать, сплитуя между сайзингами конт-бета в четверть, треть и половину пота. Уж очень велико преимущество его диапазона. Виейра выбирает наименьший размер, около 24%. У Алекса попадание в 3. Каким бы страшным ни казался борд, выбрасывать 3-ю пару он не может. Совпадение есть совпадение. А попасть в любую пару всегда сложнее, чем промахнуться. То есть, несмотря на агрессию португальца, у того много промахнувшихся рук. Более того, 3-я пара всегда имеет шанс усилиться до трипса или допера. Кол. Банк вырастает до 11 ББ. В стеке Жоао остается более 22. Даже если весь экшен закончится сейчас, Виейра сильно поправит свои дела, сократив отставание от Фоксена. Выходит 9, открывающая пиковое флеш-дро, а также дающая эквити таким рукам, как 8-7, 10-8. Если у Жоао нет туза, он с высокой вероятностью продолжил бы агрессию с этими комбинациями. Проблема в том, что 8 блокирует рука Алекса. Жоао ставит почти 70% от банка. И это серьезная заява на то, чтобы забрать банк здесь и сейчас. Агрессор вкладывает в банк достаточно много, чтобы с руками, которые он воспринимает как value, привязаться к банку. За его спиной остаются всего 14 ББ. Очень некомфортная ситуация для коллеров позиций. Да, без позиции было бы еще хуже,
но зато без сомнений можно было бы расстаться со многими маргинальными комбинациями. А сейчас Алекс вынужден калировать уже с 4-й парой, хотя, конечно же, приятнее было бы иметь руку получше. Но покер — это не про приятное. Покер — это про математические выгодные решения на дистанции. Алекс — мастер, и он отлично знает эту игру. Call. В банке уже 13 миллионов 100 тысяч фишек. Это 26 ББ. Куда больше, чем в стеке португальца. На доску выходит король. Технически на 100% его карта. Но этот ранаут играет не совсем в его пользу. С большинством стартеров с королем он должен был чекать на терне. Это значит, что доставлять ривер он должен с тузами, частью средних рук и блефами. В то время как соперник мог усилиться как раз за счет короля. И Виейра ставить 7 миллионов. Больше половины пота. Но не all-in. За спиной португалец оставляет 275 тысяч, то есть чуть больше одного блайнда. А теперь стоит обратить внимание на Алекса. Хотя онлайн-покер не прошел мимо него, основная часть его карьеры — это офлайн. Бесспорно, в живых турнирах стратегия все еще остается на первом месте. Давно прошли времена, когда крепкие психологи уничтожали соперников только за счет правильного прочтения их поведения. Алекс размышляет, при этом пристально вглядываясь в португальца. В этом он похож на Патрика Антониуса, большого мастера в распознавании ритцев, то есть в поиске подсказок в мимике, жестах, положении рук, поведении глаз. Мы не можем утверждать наверняка, что именно ритцы в наибольшей степени повлияли на решение американца, но продолжительный взгляд, пронизывающий португальца, явно имел какую-то цель. Но вернемся к стратегии. Вообще-то тройка, превратившаяся в грустную 5-ю пару, это все еще вполне себе неплохая рука для кола. Многое зависит от кикера. Важно, чтобы он блокировал как можно больше комбинаций value и как можно меньше блефов. С этой точки зрения 8-ка явно не лучшая карта, так как стерна блокировала часть блефов. Намного лучше выглядит кол с 10-кой, валетом, дамой, которые блокируют сопернику хотя бы сильные тузы. И, пожалуй, по умолчанию кол с 8-кой в качестве кикера все-таки техническая ошибка. Но оппоненты находятся не в вакууме и даже не за компьютером. Они хорошо изучили стиль друг друга, явно имеют ряд подстроек и, конечно же, ритцы. Очень вероятно, что португалец чем-то себя все же выдал. И это было бы неудивительно. В столь дорогой игре давление чувствуют даже богатейшие хай-роллеры. А Жоао все же успешный, но не самый обеспеченный покерист. Алекс калирует, забирая чудовищного размера банк. Жоао показывает одномастное 10-8. Стоит отметить, что по ГТО эта рука не рейзит префлоп и уж тем более не обязательно доблефовывает ривер. Поэтому оптимальной игру португальца точно не назовешь. Впрочем, в этом и есть стиль Виейры, которому умеет противостоять далеко не каждый соперник. Но на этот раз такая манера подвела агрессивного регуляра. Умный и хладнокровный Фоксен умело подстроился и выжил максимум из ситуаций. Великолепный мастер-класс, которому поаплодировал бы уже упомянутый Патрик Антониус. Ему потребуется еще всего 2 раздачи, чтобы завершить турнир и заполучить 3-й в карьере браслет. Тот факт, что он сократил отставание от Кристен, вряд ли расстроил последнюю. После завершения хедс-апа девушка искренне радовалась вместе с супругом, отмечая уже 8-й браслет на 2. На этом все. Спасибо за просмотр. На нашем канале есть и другие подобные видео. Например, авантюрный розыгрыш Энди Ни против Руя Као. Посмотрите обязательно. И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Пока!